Сегодня день замечательных историй. Я обещал одной из своих подписчиц записать видео по поводу генерации контента. Вот она мне пишет, что она недостаточно харизматичная. В моем понимании сейчас контент можно генерировать любым способом, который удобен для вас. Самое важное для генерации контента – это оригинальность контента и востребованность этого контента аудитории. Вот это сложно. То есть, условно говоря, сценарий придумать ролика для меня сейчас это достаточно сложная креативная вещь. Угадать интересы зрителей, чтобы им было интересно, чтобы они хотели посмотреть. Я стараюсь идти вот в том направлении, которое у меня есть. То есть у меня есть несколько каналов. Есть канал Russos Talks. Я его создал в Испании достаточно давно, в первый год, как я здесь застрял. И на нем собраны интервью, парные интервью и телеконференции по теме релокации в Испанию, в Европу, о политике там есть, но больше лайфхаки, как жить в Испании. Этот канал Russos Talks, то есть это русские украинцы в Испании говорят. Такой смысл этого канала, то, что мы в форме бесед подаем контент. Это очень хороший формат. Это живой, хороший формат, который лучше заходит зрителям, потому что он интереснее, идет какой-то спор, диалог. Но всегда интересно, когда два человека разговаривают. Посмотрите, очень много контента в этом формате. Да, кстати, если вы не подписан на меня, сейчас самое время подписаться. Станьте моим платным подписчиком на YouTube, на Patreon, на Boosty. Там оригинальный контент, который я не публикую в открытом доступе. То есть, например, на YouTube я выложил несколько роликов с буквально подробными пошаговыми инструкциями, как обновлять красную карту просителя убежища в Испании, как получать, допустим, помощь от неправительственных фондов в Испании. То есть этот контент, который я не буду выкладывать в открытый доступ. Если вы станете моим подписчиком на YouTube всего лишь за 2 евро, то вы можете ознакомиться с этим контентом. И самые такие классные лайфхаки я буду выкладывать на канале, на YouTube, на Patreon, на Boosty, именно как для платных подписчиков. У меня есть сайт Buy Me Coffee, это платформа, где можно мне отправить донат, можно подписаться на меня на ежемесячные донаты, и там я выкладываю свои новые статьи на разные темы. Например, я там выложил статью о сетях пропаганды в Европе, в России, в Украине. Там же я выложил статью о том, как российская ЧВК рекрутирует и завозит из Европы иностранцев или украинцев в Россию. Почитайте, это очень интересно. Часть информации на этом сайте Buy Me Coffee общедоступна, ничего не надо платить. Но самое интересное, например, о связи российских государственных структур с сетями пропаганды. Я нашел, кто исполнитель, кто заказчик, почему эти сети делаются. Эти секреты я открываю для своих доноров, для тех, кто отправил мне донат. Так что есть платформа YouTube, где вы можете стать моим платным подписчиком. Есть Boosty, есть Patreon, есть Buy Me Coffee. В общем, проявляйте свою активность. И одна из форм вашей активности — это если вы пишите мне комментарии. Это очень важно. Я буквально каждому комментарию стараюсь дать свою оценку, ответить. Несколько предложений мне напишите, что вы думаете о том, что я создаю, какой контент, свои мысли, какой еще можно контент сделать. Очень часто ваши комментарии являются поводом для меня, для создания ролика. То есть, если вы напишите мне комментарий, что нам интересно то-то, то-то, я, скорее всего, сделаю контент по тем поводам, на которых вы напишете. Так вот, форма интервью
если мы говорим о том, какой контент генерировать, что людям интересно. Форма интервью, парные беседы или беседы на троих – это очень хороший формат. Это лучше тех монологов, которые я записываю. Почему я записываю монологи? Ребята, потому что я, бывает так часто, утром встаю, читаю ваши комментарии, на меня нахлынывают идеи, я понимаю, что вам интересно. Я, покушав, позавтракав, сажусь и начинаю записывать вам ответ или какой-то контент на основании ваших комментариев. Если делать парное интервью, это сложно. Это нужно с кем-то в пару договариваться на определенное время, на определенную площадку, там, создавать этот созвон в Zoom или в Skype, технические сложности, качество звука, качество интернет-соединения. То есть организовать даже дистанционный созвон – это то еще искусство. А если я, как иногда делал, редко, ты записываешь личное интервью, то это вообще целый процесс, это целый день уходит. Например, я записывал интервью с Романом Павловым, ЛГБТ-активистом из России, из Москвы, который живет в Барселоне. И мне пришлось ехать из пригорода в Барселону, встречаться с ним в красивом парке. Мы там сидели, где-то 1,5 часа записывали. Ну, перед этим еще и поговорили, то есть само интервью 1,5 часа, перед этим поговорили. То есть только туда-обратно у меня ушло, считайте, весь рабочий день. И плюс я домой возвращаюсь, это еще нужно монтировать, все такое. Вот. Плюс интервью с кем-то вы не перезапишете. У меня были и проколы. Например, я записывал интервью с еще одной квир-персоной. И вот мы 1,5 часа беседовали, а звук записался только 5 секунд. Почему-то. Понимаете? И уже человек приехал специально для этого интервью из другого города, и уже не перепишешь. Потому что о том, что звук не записался, я узнал только приехав домой. Поэтому интервью это всегда более интересное, даже не интервью, а беседа. И всегда более сложно технически и организационно. Поэтому монологи. Но если вдруг у вас есть какие-то неизгладимые претензии к собственной внешности, харизматичности, вот не хотите вы светить своим лицом, как это делаю я. Ну, я преподаватель, поэтому я не стесняюсь ни своего акцента, ни картавости, ни своего южно-русского произношения. Я, собственно, спокойно отношусь к себе и говорящему по-английски. И к внешности я уже к своей за почти 50 лет привык. Но если вы еще к этому всему не привыкли, вот, и боитесь смотреть в зеркало, вот вам еще 2 формата, которые я могу предложить. Лично мне очень хорошо заходят обзоры. То есть я, допустим, когда что-то хочу посмотреть, я с удовольствием смотрю обзор. Какие-нибудь там лучшие фантастические сериалы 24 года, или там неоцененные фильмы про постапокалипсис, ну или еще что-то такое. Обзоры. Я люблю обзоры, и обзоры можно делать, не выставляя свое лицо. Кстати, я вот только сегодня впервые создал контент с английской дорожкой. То есть я взял свой последний ролик, пройдите, посмотрите. Взял свой маленький последний ролик, который я вчера записал, о марокканцах и арабах, которые не торгуют, а которые собирают всю некондиционную рыбу и морепродукты здесь, в порту Алтея. Я его взял, поигрался с дорожкой звуковой, и теперь у меня есть этот же ролик, то есть видеоряд тот же, а звукоряд на английском языке. Сразу интересные вещи повылазили, но пока не буду вам о них говорить. Технические какие-то моменты, которые я, мне кажется, смог преодолеть. Зайдите, посмотрите. Я, кстати, понял, насколько легче будет записывать то же самое, что я сделал на английском изначально. То есть просто говорить по-английски, а не конвертировать русскую речь в английскую.
Вот. Но надо было попробовать. То есть вы можете делать обзоры, не показывая своего лица, генерировать контент и, допустим, использовать механизм text-to-speech, то есть генерации речи с использованием искусственного интеллекта на основании текста. И все, вам ничего не надо. То есть вы набрали, взяли видеоредактор, взяли любой, какой вам нравится, взяли видеоредактор, нашли себе подходящую платформу с искусственным интеллектом, вводите ваш текст. Текст вы можете либо сами придумать, либо, опять же, прибегнуть к искусственному интеллекту. Генерируйте контент. Самый простой лайфхак, который я вам могу предложить, если вы владеете английским языком. Вы можете взять какой-нибудь обзор на английском языке, перевести его на русский язык и сделать обзор на русском языке. То есть вот готовый текст, условно говоря, у кого-то украли концепцию, переложили на русский язык, и вот у вас обзор. Видеоряд придется поменять, иначе YouTube у вас заметит плагиат. И наоборот, взяли какой-то русскоязычный обзор, заменили видеоряд, перевели текст на английский, вот вам, пожалуйста, обзор на английском языке. Ваша работа там будет. Вы будете переводить, вы будете монтировать, то есть это уж не совсем копипаст. Второй момент. Обзоры. Хотите начать что-то креативить на YouTube, на ТикТоке, делайте обзоры. Я думаю, что обзоры хорошо заходят на что угодно. Также хорошо заходит, я тоже часто пользуюсь, это how to, всякие там туториалы, всякие инструкции, видеоинструкции. Как, например, конвертировать что-то в что-то, как, например, сделать что-то в что-то. То есть вот такие вещи. Я давно уже не играю, но косплей хорошо заходит. И вот еще одна вещь, если вы, допустим, владеете больше, чем одним родным языком, очень вам советую записывать, я сейчас просто подсел на эту тему, в испанском языке есть такой метод изучения языка, называется comprehensive input. То есть, очень вольный перевод, понятный ввод или понимаемый ввод, comprehend, это осознавать, понимать, comprehensive input, осознаваемый ввод. В чем суть? Это один из подходов к изучению языка. Некие лингвисты считают, что мы изучаем язык, будучи детьми, именно используя этот comprehensive input. То есть мы, будучи ребенком, с 0 лет, просто, используя свои мыслительные способности, сопоставляем видеоряд со звукорядом, и за счет вот этой насмотренности, за счет того, что мы очень много всего этого каждый день видим и слышим, и сопоставляем, например, папа разговаривает с мамой, папа все время говорит: Галя, мою маму зовут Галя, Галя, и что-то там. И вот я в течение 5 лет, я понимаю, 3 лет, я понимаю, что Галя — это имя моей мамы, потому что она им говорит Витя. Понимаете, да? То есть мыслительные способности нашего мозга так созданы, что мы сопоставляем разные вещи, находим связи. То есть осознаем, comprehend, да, осознаем. И вот эти видеоролики, наберите в YouTube comprehensive input, и там тот язык, который вы любите изучать, English, Russian, Spanish. Мы, просматривая, люди создают эти ролики, просматривая специально подобранный контент, сопоставляем то, что мы видим, и то, что мы слышим, и начинаем понимать, что это фуй, не знаю, как звучит, это глагол ir, то есть глагол go, to go, в прошедшем времени. Yo fui a la playa. Я ходил на пляж.
Да, вот есть такой глагол неправильный в испанском языке. Есть глагол ir, в будущем он voy или boy. Yo voy a la playa, я пойду на пляж. А в прошедшем времени fui. И вот я, зная, по контенту догадываясь, что речь идет о прошедшем времени, и понимая, что в испанском языке есть глагол to go, который должен быть в прошедшем времени, догадываюсь, что вот это fui, yo это я, fui это, соответственно, глагол to go, то есть идти, двигаться в прошедшем времени. То есть, когда вы по контенту и по контексту догадываетесь о значении тех или иных слов, как ребенок это делает. То есть нас языку учат, но учат чуть-чуть. И остальное в основном мы осознаем язык по контексту, осознаем значение тех или иных слов. Вот этот comprehensive input очень интересный метод. И главное, что если вы хотите сгенерировать контент, вам в этом методе ничего не нужно. Не нужно знать грамматику, не нужно знать каких-то правил какого-то языка. Вам всего лишь нужно уметь записывать видео, вас на видео и какой-то там экран другой или белую доску или лист бумаги, чтобы мы, вернее, зрители, могли видеть, что вы рисуете или что вы показываете на экране компьютера и что вы говорите. В принципе, даже одного экрана. Ну, то есть, какие-то там должны быть навыки монтажа, работы со звуком, с анимацией. Все это легко освоить. Ну и еще что, и, допустим, если вы уж не совсем стесняетесь своего внешнего вида, всякое фудблогерство, всякие распаковки, ну это вы и без меня знаете. То есть, опять же, люди хотят что-то новое узнавать, учиться. И вот эти всякие фудблогеры, которые показывают, я пришел туда и съел то-то, или я получил посылку с Алиэкспресс и распаковал, и там пришло то-то. То есть мы хотим обмениваться опытом, мы хотим на халяву получать чужой опыт бесплатно. И вот когда вы что-то новое передаете, ну и, конечно, котики. То есть котики, животные, всякие мемчики, прикольчики, это тоже все людям интересно. Какие еще советы? Делайте видео покороче, ну где-то вот максимум 40 минут, а лучше 20. И качество звука. Очень часто я смотрю видео просто со звуком, только звук. То есть для меня они как подкаст, без картинки. Поэтому качество звука должно быть хорошее, а самой картинки, ну, не обязательно, как придется. Звук самое важное, с моей точки зрения. Ну вот, все, мне кажется, я накидал вам идей. Пробуйте, пишите мне в комментариях, какие у вас еще есть идеи для контента. Я сейчас сам хочу попытаться записать видео в формате Comprehensive Input для русского языка, но не просто абы какой Comprehensive Input. Кстати, он разделяется по уровням, то есть есть Comprehensive Input уровня А0, А1, ну это есть совсем начальный уровень, типа я Андрей, меня зовут Андрей, я человек, я мужчина. Ну вот это уровень А0. Или уровень какой-нибудь там B2. То есть B2 это уровень уже бизнес языка, то есть это знание определенной терминологии. Я не знаю. Я собираюсь завтра поехать на конференцию, посвященную сложным гетерогенным системам. Ну, что-то такое. Вот, понимаете, специальная терминология, сложные грамматические конструкции, чуть ли не прочтение книг Толстого
Ну, понимаете, да, то есть А0, А1, А2, B1, B2. Я думаю, после уровня B2 записывать comprehensive input бессмысленно, потому что человек уже на уровне B2 обладает достаточным вокабулярием, то есть набором слов и понятий, чтобы изучать язык дальше. Мне кажется, выше уровня B2 comprehensive input уже бессмысленен. B2 это уже достаточно свободное общение. Вот. С языком уровня B2 вас берут в университет учиться. То есть общепризнанно, если вы владеете языком на уровне B2, вы можете уже осваивать знания в академической среде. Вот. И я хочу попробовать себя в этой области, попытаюсь записать специальный курс языка вот в этой методологии. И есть у меня еще одна идея, какой записать плейлист. Вы мне пишите в комментариях, какие у вас есть мысли, что бы я должен был записать, по вашему мнению. Как вы видите, я совсем не стесняюсь своей внешности и тому, как я говорю. Поэтому жду от вас предложений в комментариях. Еще раз призываю вас подписаться на меня на YouTube, на Patreon, на Boosty и прислать мне донат на Buy Me a Coffee. Этим вы поддержите мою просветительскую деятельность. Все, всем пока.